Привет! Меня зовут Никита. Канал посвящен языку программирования Rust. В данном ролике я расскажу о многопоточности в языке. Одна из основных целей языка Rust является безопасное и эффективное управление многопоточным программированием. Два определения. Многопоточное программирование – это когда разные части программы выполняются независимо. Параллельное программирование – это когда разные части программы выполняются одновременно. Исторически программирование в этих условиях было сложным и подверженным ошибкам. Rust пришел изменить это. Изначально команда языка Rust предположила, что обеспечение безопасности памяти и предотвращение проблем многопоточности – это отдельные проблемы. Их нужно решать разными методами. Но со временем оказалось, что системы владения и системы типов являются мощным набором инструментов, и они помогают эффективно управлять безопасностью памяти и проблемами многопоточного параллелизма. Используя владение и проверку типов, многие ошибки многопоточности являются ошибками времени компиляции в языке Rust, а не ошибками времени выполнения, как это есть на других языках программирования. Кажется, да что такого в ошибках работы с многопоточностью? На самом деле сейчас сотни компаний теряют миллиарды долларов ежемесячно из-за таких ошибок. Ошибки в многопоточных приложениях настолько непредсказуемы, что они могут пройти через все этапы тестирования на окружениях тест, QA, stage, препрод и только уже на продакшене привести к серьезным проблемам, после чего они будут найдены и придется либо делать хотфикс, либо откатывать версию. В языках C#, Java или C++ ошибка многопоточности может легко проскользнуть через все этапы проверки программы, компиляцию, тестовое окружение и все равно может быть не обнаружена, пока на проде что-то не брякнется. В языке Rust вместо того, чтобы тратить много времени на тестирование, на попытки воспроизвести точные обстоятельства, при которых возникнет ошибка многопоточности во время выполнения, некорректный код на языке Rust будет отклонен с ошибкой еще на этапе компиляции. В результате мы можем исправить свой код во время работы над ним еще на самом первом этапе, на этапе компиляции приложения, а не после того, как развернем наш инстанс приложения на рабочем сервере. Этот аспект языка Rust является бесстрашной многопоточностью. И в данном ролике мы рассмотрим, как создавать потоки для одновременного запуска фрагментов кода. Итак, давайте ближе к делу, к примеру. У нас есть функция main, и все, что в ней есть, выполняется в главном потоке. На пятой строке мы создаем дочерний поток, используем функцию spawn, подключая thread из стандартной библиотеки. Функцию spawn мы передаем closures, подсказка на closures появилась вверху, и внутри closures замыкания мы в цикле for пробегаем от 1 до 10, выводим числа на экран, обязательно указываем, что они написаны с дочернего потока, и также даем инструкцию спать дочернему потоку, в котором выполняется код, спать 1000 миллисекунд или 1 секунду. После того, как дочерний поток запускается и будет работать в фоновом режиме, управление переходит в цикл for, и внутри мы выводим цифры на экран, указывая, что они пишутся с главного потока. И даем конструкцию спать главному потоку после каждого вывода на экран спать 1000 миллисекунд или 1 секунду. Давайте запустим наше приложение Cargo Run и увидим на экране сообщение, что цифра 1 с дочернего, 2 с главного, 2 с дочернего и так далее. Интересный момент в том, что мы видим только цифры от 1 до 5, хотя в дочернем потоке мы бежим в цикле for от 1 до 10, где еще 5 выводов на экран. Ситуация заключается в том, что когда главный поток в цикле for вывел всю информацию на экран, и при завершении работы главного потока он начал утилизировать дочерние потоки, которые никто не ждет, и обрубилась работа дочернего потока, так как главный поток завершил свою работу. Чтобы подождать дочерний поток, необходимо сначала сохранить в переменную handle тип, экземпляр типа join handle и подождать
этот экземпляр, подождать выполнения дочернего потока. Теперь давайте запустим нашу программу и увидим на экране, что пишется 4. После того, как главный поток допечатал все, продолжилось печатание на экран и дочернего потока. И у меня есть вопрос к вам. Поставьте на паузу и ответьте, что же будет, если мы перенесем выполнение ожидания дочернего потока на 12 строку. А я запускаю приложение, пишу cargo run, и мы видим, что сначала все цифры, которые пишутся на экран, они пишутся с дочернего потока, и потом уже пишет и главный поток. Данная конструкция на 12 строке сказала, что мы сначала ждем отработку всего дочернего потока, и только тогда, когда он завершит свою работу, управление перейдет в цикл for и напечатаются цифры от 1 до 5. Теперь давайте посмотрим, как Rust спасает нас от ошибок многопоточного программирования и дает понять, что нам нужно доработать наш код еще на этапе компиляции. Я использую уже новую функцию main. Внутри функции main мы создаем вектор. На 7 строке, поскольку thread spawn запускает замыкание в новом потоке, мы должны иметь доступ к v внутри этого нового потока. Но при компиляции этого примера мы получаем ошибку, так как нельзя заимствовать значение v. Даже если здесь бы мы явно подставили ссылку, ошибка все равно осталась, так как существует проблема, где Rust не может определить, а сколько будет работать порожденный поток, поэтому он не знает, а будет ли действительно ссылка на v все время работы фонового потока. И что бы было бы, если бы нам дали запустить данный код? Была бы возможность, что внутри функции main был бы вызван drop, вектор удалился бы на куче, тем временем фоновый поток speed просыпается, пытается вывести на экран вектор, а значения на куче уже нету. И мы бы получили ошибку в рантайме во время выполнения работы. Язык Rust даже экономит деньги компаний во время разработки. Rust не дает протащить приложение с ошибкой многопоточности на тестовое окружение, чтобы там запускались автотесты, manual QA начинали тестировать, заливка, перезаливка версий, все это время. Зачем? Rust показывает ошибку еще на этапе компиляции, и разработчик сразу может ее решать, не тратя время других членов команды и ресурсы компании. Чтобы исправить ошибку, мы просто указываем ключевое слово move. Оно говорит о том, что мы заставляем замыкание забрать владение над вектором, когда мы запустили новый поток. Запустим наш код. Cargo run. Он запустился без ошибки. И есть такой еще интересный момент. Если мы сбилдили код на Java, C# или плюсах, там все еще могут быть ошибки при работе с многопоточностью. И они могут вылазить где угодно. Если код на языке Rust скомпилировался, то он гарантированно работает. В нем могут быть логические ошибки, ошибки бизнес-логики, но ошибки работы с памятью и многопоточностью сведены к минимуму. И если мы сейчас уже вновь попытаемся вызвать drop v и удалить вектор из кучи, то мы получим ошибку о том, что все, вектор v не находится во владении функции main. И правила владения в языке Rust снова нас спасли. Мы получили ошибку, то что владение было передано над вектором в closures, и мы не можем больше использовать вектор в нашей функции, даже удалять его из кучи. Ключевое слово move отменяет основное консервативное правило Rust по заимствованию, что не позволяло нам нарушать правила владения. Какой можно сделать вывод? Разделение вычислений в программе на несколько потоков может повысить производительность, поскольку программа выполняет несколько задач одновременно. Но это добавляет еще и сложности, поскольку потоки могут работать одновременно и нет никакой гарантии порядка, в котором будут выполняться части нашего кода. Это может привести к таким 3 проблемам. Состояние гонки, когда потоки обращаются к данным или ресурсам в несогласованном порядке.
Вторая проблема – это взаимные блокировки, когда два потока ожидают друг друга для завершения использования ресурса. И это препятствует продолжению работы обоих потоков. И третья проблема – это дефекты, возникающие только в определенных ситуациях, которые трудно воспроизвести и сложно исправить. Язык Rust пытается смягчить все негативные последствия использования потоков, но программирование в многопоточном контексте все еще требует тщательного обдумывания структуры нашего кода. Пожалуйста, убедитесь, что вы подписались на канал, чтобы быть в курсе разбора интересных тем в языке Rust. Если видео вам понравилось, буду благодарен за лайк. А с вами был Никита. До новых встреч. Пока.